Слава Украине, привет всем от Полонского. Путин сегодня с такой помпой проводил свой, господи, прости, вот этот вот парад победобесия, на который посъезжались диктаторы со всего мира. И, знаете, такие вот политические шлюшки посъезжались туда. Или диктаторы, или их политические шлюшки. Да, я что, про Вучича разве? И про этого Фицо? Не знаю. Да, так вот, бог с ними, Путин это трактует как свою победу, но победа сегодня не у него. Значит, смотрите, пока значит, политическая мерзость была на Москве, во Львов, в Украину, съехались 35 представителей Европы. Вспомнить Вторую мировую войну, отметить вклад Украины и отметить вклад Украины сегодня в европейскую безопасность. Да, и это были министры иностранных дел, другие министры европейских стран. Еще раз говорю, 35 делегаций. Это вам не хухры-мухры, это много. Да, и еще раз говорю, это не были представители Экваториальной Гвинеи, Буркина-Фасо и Словакии. Да, ну, вот как-то так. Да, и вот очень интересный момент. Заявили они, что завтра, по всей видимости, будет объявлено о создании, и вот это, внимание, очень интересно, точнее уголовного трибунала по военным преступлениям Путина и еще целого ряда военных преступников, которые вместе с Путиным сегодня руководят путинской рашкой. Вот это, ребятки, очень интересно. Дело в том, что Международный уголовный суд, он по целому ряду юридических заковык не имеет права судить Путина и его шайку. Да, он дело открыл, но, скажем так, дело дальше вряд ли пойдет. А вот Международный уголовный трибунал, созданный, ну, по всей видимости, это будут 20 стран, в нем будут участвовать 20 стран Евросоюза, извините меня, 20 стран НАТО из 27. Вот. И вот он будет обладать такими правами. Единственное, что, значит, сейчас пойдет сбор доказательств, организационные моменты. Само начало деятельности этого суда уже будет в 2026 году. Путин же загремит на скамью подсудимых рано или поздно, после того, как он перестанет быть диктатором на России. Вот так. Ну, посмотрим. Тут я скажу честно и откровенно, эта вещь более такая символическая и более такая, знаете, действующая на нервы. Потому что мы знаем прекрасно царскую Россию, совок, теперь путинскую рашку нынешнюю. Тут же добровольно мало кто уходит из власти. Ну, вот можно припомнить, ну, там или дворцовый переворот, как вот с Хрущевым там, или Павлом. Ну, Павел Первый там было неприятно, его просто, как говорится, отправили к праотцам, вот, Кобзону. Ну, Кобзон тогда еще не пел, поэтому, ну, кому-то там отправили, да. Вот. А Хрущева сняли в результате переворота. Ну и все. А все остальные, как говорится, там загибались своей смертью. Или своей смертью, или кто-то убивал. Вот. Но факт тот, что добровольно, кроме Ельцина, там, наверное, никто и не уходил никогда. Но вот это путло, оно вряд ли уйдет добровольно. Тем паче знаю, что над ним будет висеть суд трибунала. Хотя, может, знаете, никогда нельзя исключать какого-то дворцового переворота, и что его просто к чертовой матери выдадут. Россия такая непредсказуемая страна, что все что угодно возможно. Вот. Ну, в любом случае, ему это будет неприятно. И своре бандитов, которые вокруг него, потому что, еще раз говорю, дело будет касаться не только его самого, там будет и Шойгу, и вот это чучело, которое у них сейчас там министр обороны, как его там, Белоштыркин, Белошмеркин какой-то такой, я не помню точно его фамилия. Худое такое, на топор похоже. И потом вот этот вот Герасимову, вот это вот все, вот они туда. Да, и кто его знает. Оно сегодня вроде нет шансов, что их, значит, что их привлекут к ответственности, а завтра кто его знает. Вот, в любом случае, это очень важно, что всю вот эту шоблу против них будет работать международный трибунал. Вот так вот. А там посмотрим. Да. Еще один очень интересный момент, ребята, это очередная атака Йемена по Израилю. Почему она интересна? Ну, там ракета опять баллистическая шла. Интерес в следующем. Ракета не долетела, ракету сбили. Но, вот тут начинается но. Американцы сейчас усиленно пиарят свой вот этот вот комплекс противоракетной обороны ТААД.
THAAD пишется так, да? ТАД. Да. И вы знаете, он второй раз за неделю лоханулся. Он не сбил эту ракету. По сообщениям израильских СМИ, ракету сбил израильский Хец-3. Это аналог просто израильского производства. Вот он сбил вроде. Хотя первый раз и он тоже лоханулся. То есть они пытались перехватить эту баллистическую иранскую ракету, которую запустили хуситы. В прошлый раз не сбили, она шлепнулась, вы все видели, возле аэропорта Бен-Гурион. На этот раз сбили, но ТАД вот этот второй раз, что называется, пивма в гаву. А стоит, извините, у него каждая ракета, каждый запуск, по-моему, $5 миллионов. Ну, я не хочу как бы навевать тоску на американцев, но вот ваша система вот как-то так. Об этом пишут израильтяне сейчас. И тот же самый Patriot 3 работает, мне кажется, все-таки ну, более продуктивно, да. Вот, ну и еще один момент, обычно, как вот после этого победобесия, вот у нас сейчас на телеграм-канале, значит, ну мало того, что там несли этих дедов на палках, так еще носили придурков типа Моторолы, вот этих вот участников этого СВО, этих бандитов. То есть смешались в кучу кони люди, те, которые воевали с фашизмом в 40-е годы прошлого века, вместе с сегодняшними путинскими фашистами. Вот такая каша была, каша-манаша. Вот. Ну и куда ж после этого самого шествия, куда полетели все портреты вот этих дедов, вот этих Моторол, вот этих Гиви, куда полетели? Правильно, все на мусорку. У нас там на телеграм-канале уже есть. Пошли уже фотографии. Да. И вот еще интересный момент, это по бавовне, которая была раньше в Саранске. Да, и есть уже фотография вот этого завода в Саранске, который выпускал оптиковолоконный кабель. Вот, ну, по крайней мере, в сети говорят, что это фотография именно от этого завода. Насколько пишут, наши туда сбросили 250-килограммовую бомбу на этот завод. А потом сам дрон тоже на него шлепнулся сверху. Ну, судя по фотографии, от завода остался фундамент. Все. Да, придется теперь, значит, рашистам клянчить вот эти вот вещи у дядюшки Си. А дядюшка Си сегодня был, видите, и поддержал своего Путина. Это интересно. Это был первый раз, когда вот я слышал, то, что Си реально повторил московские нарративы. Почему он так сделал, остается только догадаться. Но, видимо, конфликт с Трампом дает знать себя. Посмотрим, так это или не так. Но он сказал, начал нести за Путиным околесицу о том, что, мол, для достижения мира должны быть выполнены условия первоначальные, которые там говорил Путин, устранены причины начала этого так называемого СВО. А я себе говорю, причиной СВО является только фашистизация России, да, и полное сумасшествие Путина. Просто если Путина закрыть в железную клетку с кляпом во рту, то тогда не было бы никакого СВО. Вот. Но, видите, народ, состоящий из послушного быдла, слушает державных там своих этих государственных фашистов и идет нападать на Украину, на соседнюю страну. Вот так. А потом получает в зубы. Да. А потом нужно, как говорится, привозить дядюшку Си, чтобы он их всех поддерживал и служил еще и системой ПВО. Вы же в курсе, да, для чего ездил Си, чтобы случайно не долбанули по Путину. Вот. Ну, а нам нужно, конечно, это иметь в виду. Не то, чтобы там для нас Китай был архиважен, но поскольку у Си вот такое отношение к Украине, то какое у нас тогда отношение к Тайваню? Очень интересный вопрос, да? Очень-очень интересный вопрос. Да. Вот. Ну и ждем также возможного перемирия. Слабо верю, но уже об этом говорят Макрон, что вот есть шансы на это перемирие на 30 дней. То же самое говорит Мерц, и то же самое говорит Трамп с Венсом. Вот. Насколько это произойдет? А если, мол, нет, то будут страшные санкции и последствия для России. Ну, ребята, посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Я лично во всякие перемирия верю
очень, очень со скрипом, потому что все мы видим вот сейчас перемирие, а у них 1300 трупов на фронте. Ну, не трупов, а там 200-300, да? То есть ничем не отличается от обычного боевого дня. Да и из Херсона вот мне звонили, говорили, что как стреляли, так и стреляют. То есть перемирия фактически нет. О чем там, что имели в виду Макрон, Мерц и Трамп с Венсом, мне пока что, ну, лично непонятно.